Весной у меня был ролик, в котором я обрезал рассаду перца и помидоров. Ссылка на него будет в описании под видео. Смысл заключался в том, что если рассада переросла, мы обрезаем макушку, тем самым замедляем рост рассады, отрастают новые пасынки, и получается в результате у нас даже больший урожай, например, перца получится. Но оказалось все не так, как по теории должно было бы быть. Хочу напомнить, что у меня есть канал Яндекс.Дзен, на котором я публикую эксклюзивные ролики, которых нет и не будет на Ютубе. А те ролики, что на Ютубе выходят, они выходят на Яндекс.Дзене гораздо раньше. Поэтому переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на мой канал Яндекс.Дзен. Давайте туда перемещаться. Вот этот вот перец я не обрезал, вот этот перец обрезанный. Действительно, когда я у него изначально обрезал макушку, у него сначала вроде начали расти пасынки по всему стволу, но потом два верхних пасынка стали основными и уже начали расти они. Так, как если бы мы вообще перец не обрезали, а именно у него была бы стандартная развилка. Но я эти два пасынка тоже обрезал вместе с верхушкой. И все равно опять пошли именно два основных пасынка, которые были пасынки по всему стволу, они у меня расти не стали. И пока вот этот вот обрезанный перец отращивал новые пасынки, два основных, тот перец, который не был обрезанный, он хорошо себе рос, цвел. Я не помню сейчас точно, когда он завязал первые плоды, но в результате у меня получилось на нем даже больше, я смотрю, пасынков, сам куст гораздо выше, и урожай плодов в итоге у меня получился больше, чем на этом перце. Сзади у меня, кстати говоря, два перца не обрезанных, и почему-то вот один вырос больше, чем перец второй. Ну, такое у перца бывает, когда там один перец пониже, другой повыше. Поэтому надо, конечно, еще сравнить, кстати говоря, что будет, если перец посадить рано и посадить поздно. Но на данный момент времени вот перец, который посажен рано, с которым я ничего не делал, который я не обрезал, он у меня дал урожай больше всех, даже больше, чем перцы, которые посажены вовремя. Вот этим перцем, которые посажены вовремя, на момент высадки было примерно 40 дней. А этот посажен чуть ли не на месяц раньше, чем вот эти вот. И этот тоже. Так что вполне может быть, что перец есть смысл сажать раньше, для того, чтобы к моменту высадки он у нас нарастил достаточно большой куст. Ну, может, не в феврале, но, например, в марте, как я вот этот перец сажал. По-моему, 1 марта я его сажал, а этот сажал 1 либо 5 апреля. А вот надо ли у него удалять первые цветочки, надо ли удалять плоды до того, как мы высаживаем его в грунт, или можно оставлять плоды в горшке, чтобы он их завязал, это все еще надо проверять, и, конечно, выборка должна быть гораздо больше. И если у меня получится, то в следующем году я тоже это сравню. Но перец я, наверное, уже буду сажать в открытом грунте, потому что в теплице я хочу посадить побольше помидоров. Кстати, что касается помидоров, я же там тоже верхушку обрезал. Так вот, там я вообще разницы особой не заметил. Что с обрезанной верхушкой, что с необрезанной. Но, кстати, ранний урожай, например, помидора «Зимаревский великан» у меня получить не получилось. Потому что в емкости он у меня был 3 литра, плюс был стресс, я его сюда переносил, были заморозки, я его укрывал. Он у меня цветочки первые сбросил. Но, кстати, помидор Котя F5 отлично завязал первые плоды, и он у меня, получается, созрел недели на 3 раньше, чем помидоры, которые я посадил позже. Но на самом деле отрезать помидоры мне не особо понравилось, потому что здесь у нас получаются те же самые недостатки, что если мы сажаем помидоры по 2 в лунку. То есть у нас внизу здесь получается несколько пасынков. На Коте я оставлял
3 или 4 пасынка, получается много листвы, соответственно, неудобно становится мульчировать. Либо, если помидоры отрезаешь, надо тогда гнать не снизу прям эти пасынки, а, например, один основной пасынок выгнать, который заменит уже главный стебель, и уже его там дальше формировать. Урожай от этого, мне кажется, никак не снизится. Помидорам вообще, по-моему, все пофигу, их только фитофтора может убить. А еще у меня складывается такое впечатление, что у перца многое зависит от сорта. Одному сорту может понравиться ранняя посадка, другому может не понравиться. Конкретно это перец забор. Он должен быть высотой 2 метра. Написано было, но что-то 2 метра он у меня не вырос. Ну, надо будет его еще посадить. Хотя я, конечно, люблю большие толстостенные перцы, но здесь плоды, ну, если брать спелые, они чуть побольше, где-то вот такого вот размера, толщина стенки не особо толстая. Но, кстати, сладкий, вкусный. В общем-то, хороший перец. Напишите, кстати, в комментариях, какие сорта перцев вам нравятся и что вы думаете о сроках посадки перцев и помидоров. А с вами был Николай Пименов на канале Практический огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Да пребудет с вами урожай.